Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Куда заведет судьба? События предстоящей недели. Вот давайте с вами узнаем, куда же нас с вами заведет судьба. Конечно, это общий недельный прогноз, но давайте хоть немножко представим, прислушаемся к интуиции, что нам с вами предстоит сделать, может быть, что нужно учитывать, что важно знать, в чем риск, кстати. Вот такой вопрос мы с вами тоже зададим. И в конечном итоге, да куда же нас заведет судьба? Что это за будущее нам раскроют карты? И в начале нашего расклада все же мы выполним сигнификацию, поскольку расклад общий. С кем готовы говорить карты, насколько это откликается вашей душе или перекликается с событиями вашей жизни. Карты искаженного восприятия, но все же нам говорят, вы можете что-то передумать. На предстоящей неделе вы думали одно, а тут раз и передумали. Какая-то метаморфоза может быть вас самих. Почему? Вообще-то это будет правильно. Вот что-то передумать или с какими-то нюансами, может быть, знаете, как мыслить нестандартно. Ведь всегда по этой карте, как вот буквально прорисована, мать сидит и прикладывает к голове больной дочери компресс. Явно гипертермия, температура. Ну и согласитесь, когда мы температурим или заболели, мы неправильно как бы воспринимаем. Это происходит, ну, не от того, что мы так этого хотим, желаем, наоборот, это мы в таком состоянии. Может быть, до этих времен сложилась какая-то сложная ситуация, которая болезненная была для вас. И вот теперь, видимо, на неделе предстоящей будут какие-то сюрпризы, но я пока не знаю, но почему-то же вы будете передумывать. Вот давайте и узнаем, а вообще это о чем? С кем готовы говорить карты и кто вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Нам нужно от чего-то оттолкнуться. Вот так. Вы какое-то решение приняли. Ну, вот все то, что я только что сказала. Причем такое, может быть, мудрое решение. Или, может быть, это то решение, которое вы не прямо сейчас приняли, но вы пока под воздействием принятого решения. Может быть, это касается у кого-то работы, у кого-то и личной жизни. Когда вы, может быть, уже решили что-то не продолжать или как-то по-другому действовать. Но вот, скорее всего, ну, давайте пораскроем дальше, но с учетом восьмерки мечей я могу предположить, что вот именно то, что вы решили, как-то вот оно в конфигурацию какую-то не вписывается реальности, или иногда это карта новости, неожиданное какое-то сообщение. Может быть, это кто-то вам напишет в мессенджере, может быть, это будет звонок, может быть, это и в средствах массовой информации, но это как толчок, побудительный мотив к тому, чтобы мы что-то тут передумали. Может быть, долгое время мы видели как-то однобоко ситуацию, правда. У кого-то был конфликт, вот конкретно какая-то путаница, именно потому что не было достигнуто взаимопонимания. Тем не менее, нам двое как будто, посмотрите, в скорлупе каштана находятся. То есть они в одной плоскости, как бы в одной лодке, можно и так сказать. Вот они делят этот каштан, никто никому ничего не докажет. И, в принципе, это не имеет смысла. Нам нужно выйти из какой-то путаницы. Вообще, я чаще называю туз мечей выход из лабиринта. А ведь и правда, тут у вас из какой-то двойственной ситуации может быть выход. Может быть, это произошло, но где-то вы можете уже сейчас это думать. Вероятно, у кого-то работает интуиция, вы где-то ожидаете получить известие или откликнется кто-то. Ну, может быть, отклик, как вы куда-то отправляли документы и ждете ответа уже теперь. Или какой-то резолюции, или решение одного из чиновников важных. Тут ведь по-разному. Ну, давайте еще узнаем. Тут явно поставлены какие-то задачи. Ну, вот как будто никуда я не пойду, именно потому что был какой-то конфликт. Не хочу я ничего, именно потому что кто-то не понял. Или был какой-то внутренний раздрай, или люди, каждый на своей волне. И вдруг раз, и третий старший аркан Колесница, по сути, это успех.
А ведь правда вы что-то тут будете передумывать. Может быть, это вы сейчас где-то находитесь, вот обдумываете. Есть явно какая-то ситуация, когда до этого момента, ну, может быть, до недавнего, это то, что происходит как бы сейчас, или это то, что вам где-то знакомо. Вы уже определились с чем-то, а тут возьми, вот какая-то метаморфоза произошла, или с известием, новостью, или с конкретным лицом, или документом, ну, у каждого по-своему. И вы уже готовы устремиться вперед, потому что вы видите, ну, по крайней мере, либо решение вопроса, либо решение проблемы, либо продолжение что-то в отношениях, кстати, и принимаете во внимание, что вам это может быть полезно. Все же колесница– это некоторая польза. Это карта успеха, и здесь не совсем о чувствах. Здесь, конечно, эта карта будет говорить о том, что у кому-то из вас, у кого-то из вас необходимость, именно обстоятельства так складываются, ну, как будто в зоне конфликта не хочу оказаться, и вы уже решили, ну, может быть, какое-то время до этого вы думали, например, да, но я еще подожду. И именно были готовы ждать. А вот теперь наоборот, не готовы ждать, а готовы куда-то ехать. Ну, может быть, и было у кого-то одно направление, теперь вы все переиграете и уже где-то это предполагаете, потому что у вас какая-то другая возможность. Или вы видите в чем-то больше перспективы, да это точно. Два туза, причем деловых туза. Пусть и даже это касаются вопросы личной жизни. Но тем не менее, это однозначное какое-то решение. А тут как будто слово мое. Хочу даю, хочу беру обратно. Я, конечно, шучу, но ведь туз жезлов именно делит нашу жизнь. Я часто говорю об этом как на два периода, до и после. То есть сначала вы думали именно так, но теперь развиваются события, вы что-то узнаете, или, может быть, это вы что-то, ну, когда думали, проанализировали, увидели новую возможность, альтернативный вариант. Здесь вдобавок может быть еще какая-то новость, потому что именно вот два этих меча, как разрозненная какая-то новость, или две их будет, или, может быть, от конкретного человека. Сначала, ну, была какая-то беседа, разговор или документ, а после этого как будто вы уже предполагали, что, ну да, наверное, эта история имеет место быть, и еще и продолжение. И тогда ваша интуиция вас не подвела. Тут действительно как будто 2 туза, 2 сообщения или 2 известия. Вы еще, конечно, обдумываете, потому что по верховной жрице, ну, 1000 неизвестностей, они присутствуют. Но у вас в этот период великолепно работает интуиция. Не случайно же вы смотрите канал Таро, правда? Обычно интуитивные люди, потому что каждую карту нужно переложить на самого себя. Как это проигрывается, как это вы лично ощущаете. Не то, что я тут рассказываю, но это даже вот не важно. Весь мой шумовой фон, это правда, мои дорогие, он это как сопровождение, можно так сказать. А когда мы смотрим именно карты Таро, наверное, поэтому они и популярны, потому что это, знаете, как мозг в каком-то альфа-режиме находится. Вот выхолощенные конструкции ума, они над нами не давлеют. И мы слышим лучше свою, как интуицию, голос мудрости, словно подсознание, или разговариваем. Ну, как интеллект, если говорят, это высший разум, но вот что-то такое происходит. Интуиция, по сути дела, это и есть интеллект тандема, интеллект плюс прежний опыт. Прежний опыт, сын ошибок трудных, ну, не дает нам куда-то соскользнуть, а интуиция помогает видеть на пару шагов вперед, понимаете, как-то вот именно альтернативно. Но это карта независимости. Но тут у вас на кону какое-то решение очень хорошее. Вы правильно думаете, вот вы правильно что-то мыслите. Я долго говорила, ну, наверное, не случайно, потому что, ну, может быть, и вы где-то предугадываете, кто-то решит финансовый вопрос, кто-то по части личной жизни. Обычно девятка чаш, я больше говорю, тоже деловая карта, потому что это, знаете, когда мы буквально или деньги получаем, или какой-то гонорар, или когда мы понимаем, что наши усилия не просто в пустоту ушли, а действительно мы сработали на результат. Но именно в этой колоде нам еще и семья. Поэтому у кого-то
решение вопросов и личной жизни. У кого-то все вместе может быть. И вопросы с переездом, и еще плюс вопросы дома, может быть, и так, да, и ваше, может быть, творчество, ваша работа, и плюс внешняя ситуация, еще и личная жизнь. Тут у кого-то такой вот Гордиев узел, но вы вроде как знаете, как его либо развязать, вот именно развязать. Тут есть какой-то вариант, что, ну, словно какая-то ниточка, она уже складывает для вас некий путь, когда вы можете для себя сделать что-то хорошее. Вот. Ну, хорошо. Так что нам с вами предстоит? Давайте с вами узнаем, что будет дальше. Что на предстоящей неделе будет, что произойдет. Вы принимали решение, явно тут был какой-то выбор. По сути, все то, что я сказала, я уже не буду повторяться, у кого-то просто добавлю. Это решение, может быть, у большинства даже, касалось именно личной жизни. Хотя, в общем-то, это карта выбора, но именно в этой колоде красной лентой руки двух влюбленных как будто э, перевязаны, и это как благословение какое-то, мои дорогие. Поэтому я так могу предположить, что именно какая-то личная история, по которой вы приняли уже когда-то решение и, ну, не хотели уже сдавать как бы назад. Вы с чем-то определились. Вот и как будто был этот выбор, но и вы его сделали, и, может быть, и человек сделал, или какая-то история, но она была до этого времени. Ну вот теперь нам говорят: "Да нет, тут, может быть, вы опять где-то чувствуете, опять какой-то дежавю, словно я опять вот на какой-то развилке, распутье, мне нужно принимать какое-то решение". А я вам так скажу, всегда карта влюбленной, хоть она выборы предполагает, но карта нам говорит: сепарация только иллюзия. Здесь рвать что-то нельзя, если вот уже кому-то конкретно так надо услышать. Ну и про себя забыть, понятно, тоже. Королева жезлов — сильная позиция. Правильная аналитика, правильная работа с информацией. И по деньгам тут тоже нужно быть внимательным. Но это то, что мы задумали. Нам помогает прежний опыт, который со знаком минус даже, кстати, потому что вы как-то правильно можете сложить конфигурацию взаимоотношений с человеком или решение какого-то вопроса, выйти из конфликта. Вы сами умеете хранить тайны. И поэтому, если нужно, вы всегда, как знаете, если необходимо, пару шагов назад можете отступить. У вас сильная позиция, это однозначно. Вот именно сейчас, вот вам это где-то предстоит продолжать. Да точно. Еще одна карта, которая добавляет, и пусть вот в этой колоде нам изображен мужчина, но мы чаще знаем, что сила — это аркан женской силы. Поэтому, мои дорогие, это явно аркан тоже старшая колесница. Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть женщина, которая вот к ней очень тянет. Вот буквально притяжение, магнетизм. Королеве жезлов тоже тянет магнетизм. Для вас, мои дорогие девочки, это могла быть какая-то личная история, может быть, даже с какими-то разрывами, непониманиями, конфликтами. Но вот теперь как будто и планетарно, пусть это не для всех, но может что-то из прошлого к нам возвращаться. И я точно так же могу допустить, документ возвращается, возможность возвращается, что-то по работе. Или вы сами видите, что нет, вот сейчас я не уйду, а до этого уже приняли решение. Ну вот я так банально, первое то, что мне на ум пришло, как пример, уже решили, что да надоело все, пошли все лесом. Ну, видимо, что-то произошло, либо вы передумали, либо услышали что-то, или как вокруг вас что-то меняется, а нет, вот сейчас не пойду, или пойду, но как-то по-другому, и вы действительно тут что-то переигрываете. Здесь есть интерес, ну, я могу сказать, больше, конечно, карты нам о личной жизни. Ну вот, если это совпадает с личной жизнью у вас, мои дорогие, то явно тут какое-то продолжение следует. Что еще предстоит? Но выбор все-таки мы можем так чувствовать. Хотя, по сути, это дело не выбор. День сурка какой-то должен у вас закончиться. И он действительно должен закончиться. Вверху у нас тоже жезлов. Выбора-то ведь нет. Оставаться как будто где-то нужно. А не нырять опять в эту темноту. Может быть, там тепло и сыро в этой норке. И как-то так и привычней. Наблюдать привычней, например. Почему нет, да?
Из темноты на свет всегда нам лучше видно. И мы вроде бы себя как в безопасности чувствуем, но настало время, ну, какую-то вашу силу как будто проявить. Я не имею в виду гордыню или буквально силу. Нет, ну на что-то решиться вроде как нужно. Или, может быть, это решимость для того, чтобы скорректировать планы. Да точно. Вы посмотрите, тут что-то на кону доброе, хорошее, светлое идет. Так и хочется добавить: не торопитесь вы нырять вот в эту норку. Не торопитесь от чего-то отказываться, потому что тут какой-то итог, словно, посмотрите, 2 старших аркана. Да, слушайте интуицию. И если вам интуиция говорит, что ну нет, вот ты попробуй, ты тут не отказывайся, пусть это как-то развивается. Или, может быть, тут у кого-то наоборот нужно решиться и куда-то отправиться, поехать. Мы ведь все разные. А для кого-то наоборот это, знаете, как не менять, например, работу, а остаться пока на этой. Или согласиться на какой-то вариант новый. Здесь явно нельзя, понимаете, как и в мыслях, вот где-то словно в этой норке находиться, да, вот чтобы был бесконечный день сурка. Но и себе навредить тут тоже нельзя. А поскольку у каждого ситуации разные совершенно, но я хочу сказать, тут что-то доброе, светлое, радостное, как вариант какой-то идет, решение вашего вопроса, и неважно, с чем он связан. Когда именно какое-то перемирие, а ведь нам тут показывали карту конфликта. Что же еще? Ну вот нам единственное, что может помешать, дополняю, девятка мечей. И это ведь тоже карта искаженного восприятия. Иногда говорят инсомния, бессонница. Мы можем тут что-то целую ночь думать. Поверьте, ни одна умная мысль к нам не приходит. Правда. Потому что даже вот и на карте, посмотрите, женщина бежит от воображаемых воронов. А сзади ей кажется там забор из мечей, да и пространство, как выжженная пустыня. А на самом деле это то, что она чувствует. Этого нет. Это она так видит реальность. Вот это карта внутренних страхов, мои дорогие. Помните, страх искажает реальность. Видимо, это нужно сказать. У вас 2 девятки. Вы на пороге перемен. Что-то будет меняться в вашей жизни. Поэтому тут надо руку на пульсе держать. Да, интересно. Может быть, мы пока не видим. Может быть, знаете, как-то очень надо хитро-мудро поступить, так и хочется сказать. Ну, сложно давать советы какие-то, поскольку у каждого своя история и ситуация. Но, тем не менее, какая-то коррекция явно должна быть. Потому что либо за последние дни, или, может быть, наперед еще пару-тройку дней пройдет, и здесь придет и еще одна информация, или вы что-то узнаете, или как-то проявится какой-то человек, или по работе что-то прояснится. И это будет означать, что ну, тут что-то нужно как будто сохранить, по-другому, может быть, начать, или с каким-то другим тонким подходом к этому делу, ну, может быть, и нужно рассмотреть разные варианты. Давайте мы спросим, что нужно учитывать. Все должно быть по закону. Вот кто бы вам что тут ни говорил, вот, видимо, не случайно туз мечей, иногда это, знаете, да и сама карта, она такая холодная нам изображена. Но вот, видимо, те вопросы, которые требуют не совсем чувств, потому что иногда нас эмоции так захлестывают, и мы уже тоже где-то находимся в искаженной реальности. Не всегда чувства помогают, хотя порой доверять им стоит. Но, видимо, тут есть конкретно, что нужно учитывать. Закон, мои дорогие, порядок. Может быть, какую-то номенклатуру или какую-то систему, или, может быть, даже приказ, может быть, и так. Или пусть даже мы на отношения вверху аркан влюбленные. Значит, какие-то обязательства предполагаются, потому что всегда это должен быть баланс или равноценный какой-то обмен. Ну и одновременно это должно как-то в бумагах быть по закону, красиво. Потому что всегда причинно-следственная связь. Как аукнется, так и откликнется. Вот вам не должно из прошлого прилетать с какой-то обратки, с какого-то неожиданного сюрприза в кавычках, когда приходится все бросать и именно переключаться на какие-то дела, которые не были решены в прошлом. Или мы что-то прошляпили, не досмотрели. Ну, давайте, что еще нужно учитывать?
Но нужно учитывать, что у вас вообще-то праздник после победы на кону. Это очень важно, потому что есть возможность для согласования, решения вопросов по части жилища. Может быть, это какие-то новые грани сотрудничества открываются или новые возможности. Для кого-то из вас, даже если по части переезда, это может быть, знаете, такой двушаговый как будто переезд. Сначала в одно место, а оттуда уже куда-то еще дальше. Вот именно по этой карте такое иногда проигрывается. Ну, всегда это, понимаете, возможность, которую мы явно не должны упускать. Вот это надо учитывать. Мы тут можем явно этого не видеть. Все-таки у нас вверху, вот если мы этот столбец берем, да, из карт, ну, тут у нас был какой-то конфликт. Вообще-то карта радости, рождение чего-то нового. Мои дорогие, правда. Тут какая-то новая возможность. Все то, что я сказала. Вот это вам нужно учитывать. Поэтому не подходить старыми методами, может быть, даже к прежним вопросам, а рассмотреть на пару шагов вперед и как это вам может помочь реализовать ваш план. Или, в принципе, какие перспективы перед вами это раскрывает дело, или, может быть, даже по части личной жизни некоторые вопросы. Давайте мы с вами узнаем, что важно знать и в чем риск. Вот правда, в чем риск? Потому что, ну, так есть момент нерешительности, да, четверка мечей, и здесь нам тоже искаженное восприятие. А в центре как будто на кону мир. Что важно знать, что в чем риск? Башня. Что-то разрушается, мои дорогие. Может быть, это внутреннее ощущение, что или вы уже столкнулись с чем-то подобным. Может быть, кстати, если мы говорим, в чем риск, вы где-то понимаете, что, в принципе, то, что вы задумали, дело рисковое, может быть и так. Но вверху нам выпал туз жезлов, который делит жизнь на до и после. Может быть, это какое-то, знаете, очень важное путешествие, очень важное решение по работе, когда вы понимаете, назад дороги нет. И поэтому этот выбор достаточно сложный. Вот если мы говорим день сурка. Здесь как меняется система. Вот смотрите. С одной стороны аркан правосудия, с другой стороны башня. Да, отчасти я вам скажу. Ведь прообраз этой карты, в принципе, прежде в картах Таро была однозначно тюрьма. Старая какая-то облезлая тюрьма. Период ограничений. И от попадания молнии стены как бы рушатся. Все, нету этой тюрьмы. Но мы уже к ней привыкли. Мы были какое-то время в заточении, и нам казалось, что, ну, а чего? Вот у нас тут стены есть, можно подержаться. Мы уже забыли о том, что мы в тюрьме. Вот это о чем карта говорит. Или мы в каких-то ограничениях. Вот здесь какие-то ограничения падают. Может быть, это буквально пересматриваются законы, вот, кстати. Но это ведь мы спросили, что нужно учитывать. Может быть, какие-то, ну, законы не отменяют, а вот подзаконные акты иногда бывают. И вот теперь какая-то новая совершенно история. Да правда? Перед вами возможности открываются. Держите руку на пульсе. Явно даже, ну, очень сложный какой-то вопрос, мои дорогие, смело говорю. Есть альтернативные варианты, и наша задача их увидеть. Девятка пентаклей – это карта финансового благополучия. В чем риск? Может быть, вы пока вот не видите, да, ну, это не буквально, что будет завтра, на неделе, но это когда плоды вот уже, да, как будто созрели, и сбор урожая проходит. А еще двойка жезлов именно в этой колоде, как будто двое вот за этой фасолью ухаживают, да, вместе. Это взаимная деятельность, это, ну, может быть, компаньон какой-то, друг или какие-то контакты очень важные, которые мы будем продолжать. Взаимодействие именно с конкретным человеком. Может быть, этих людей им больше, как бы организация, у кого чего касается, но все равно контакты-то мы с одним держим, поэтому, ну, это может быть руководитель или какое-то там лицо доверенное, ну, кого что. Но, несмотря на башню, посмотрите, тут какие-то перспективы. Но мы боимся, потому что по башне мы так никогда не делали, не поступали.
Вы тут вообще можете быть в каких-то принципах. А вот, наверное, тот шаблон, который внутри нас, сложнее всего ломать. Давайте тогда мы все же узнаем. В конечном итоге, к чему все идет? Куда же нас с вами заведет судьба? Интересная какая-то такая история. Тут как будто неожиданное известие или неожиданный звонок, которое заставляет вас менять это самое решение. И у кого-то по части личной жизни. Может быть, человек что-то передумал. У каждого по-своему. Иногда, кстати, по королю Пентаклей это могут быть действительно чиновники или люди, которые банковские работники. Может быть, и конкретный человек, который состоятельный, но тут у каждого по-своему. Может быть, это как ваш супруг, например, да? Нам говорят, да, и какое-то время, может быть, вы были на расстоянии с семьей, а теперь вы хотите съехаться. Может быть и так. Принцесса жезлов. Но, видимо, может быть, прежняя даже история у кого-то не супруг, а просто у вас были контакты с конкретным человеком, и я могу предположить, у кого-то шло к свадьбе. Но потом что-то пошло не так. И я могу предположить, что отказалась женщина. Может быть, и мужчина как-то тут повел себя. Вот перекладывайте на себя, смотря кто меня смотрит сейчас. А принцесса жезлов этой колоде служанка в ожидании. Поэтому я смело говорю, девушку, женщину явно не устроило что-то. И несмотря на то, что надежный вроде бы, да, человек, но не было возможности понять, может быть, в этом был конфликт для кого-то из вас. Ладно, куда же нас заведет судьба? Куда она заведет? Что, чего ждать? Что будет дальше? Ну, как будто жизненный экзамен вы такой сдаете, правда? Но у вас есть возможность, практически как по судьбе, словно больше, лучше, шире раскрыть свои таланты, стать популярным, заработать денег, что-то новое освоить, выучить, новый какой-то вариант дохода, но или даже если это касается отношений, перевести на новый уровень отношения. Ну, может быть, даже это по работе. Карта любящего человека. Вот смотрите, а вверху четверка жезлов. Здесь явно есть какая-то поддержка или отклик. В лице, может быть, и близких людей. Или, ну, кто-то вам может говорить «да». Кто-то идет в унисон с вашими мыслями, это факт. Потому что это карта искреннего человека. Да, иногда это карта ожидания. Поэтому тут, может быть, и есть какое-то еще ожидание. Но все же, куда нас заведет судьба? Мы, да, конечно, надежды какие-то у вас точно будут, потому что как новый виток реальности или новая какая-то возможность, ваша где-то готовность. Но тут и правда что-то может улучшаться. Давайте еще раз скроем. Куда-то заведет судьба. Тут вот, может быть, поэтому нам выпадает карта правосудия и говорит, ты все-таки зри в корень. За нос тебя явно никто не должен водить, потому что вы, понимаете, тут сложная какая-то ситуация. Вы можете кому-то не верить, и неважно, работодателю, конкретному человеку или компаньону, соседям, да, или коллеге, или тот человек, с которым, может быть, и спор буквально в суде идет. Вот и мы же все разные, опять же. И очень сложный выбор поэтому. Вас, может быть, уже обманывали, вот прямо так скажем. Или в подобной ситуации вы оказывались, поэтому вы не верите. А тут вот в этом-то и сложность как бы выбора, что, с одной стороны, мы точно в дураках не хотим оставаться. Но и если мы от этого откажемся, мы вместо праздника можем получить бесконечный дождь. О как! Я буду благодарна вашим комментариям. Ну, давайте посмотрим, что еще, да? Куда это нас так заведет судьба? А тем не менее, нас судьба ведет к новому жизненному этапу. Посмотрите, обнуление, обновление, новые возможности. Да, тут прошляпить явно что-то нельзя. Будьте готовы к неожиданностям, потому что какие-то новости, они не заканчиваются. Какое-то или продолжение следует. Может быть, для кого-то это человек к вам приезжает. Может быть, это вам придется куда-то отправиться. Скоро, быстро. Это может быть буквально
Ну, когда мы и идем оформлять какие-то документы, тоже жезлы все-таки они откуда к нам приходят деньги, или по работе, или это будет связано с документами. На всякий случай примите во внимание, что, может быть, вам и придется вот так вот резко скорректировать свои планы, потому что впереди нулевой аркан. И то, что вы не планировали, вам придется делать. Тут может быть какая-то скорость, когда вот отложишь на завтра, а там уже и возможности не будет. Давайте мы посмотрим. То есть скорость все-таки она проходит. Куда нас заведет судьба? Вот сама судьба. Аркан Иерофант, мои дорогие. Хочу немножко сдвинуть, вижу, что не видно. Тут запутанная ситуация, это правда. Мне несколько удивительно и интересно одновременно, что ж там за неделя такая предстоит. Может быть, это те новости, которые мы слышим, но нет, все равно мы как-то с ними должны взаимодействовать, понимаете? Вверху двойка жезлов, явно взаимодействие есть. А у нас есть как будто страхи. Мы в чем-то не уверены. А тут вроде как рядом с этой путанной картой еще и аркан мир. Вот и куда? Есть определенные сомнения, есть, может быть, и сомнения в человеке, есть уже и место как будто безопасности какое-то, да, ну, по крайней мере, то, что нам знакомо. А нам нужно пройти какой-то жизненный экзамен и словно по судьбе. Давайте я достану карту совет. Ну, какие-то метаморфозы мы с вами узнаем, это точно. Карта совет, как действовать. Но тут нужно, знаете, не вступать вот в это пустое какое-то противодействие. Ведь всегда пятерка жезлов, первое, информационный хаос. Поэтому это, знаете, разрозненная информация. Один говорит одно, другой говорит другое. Значит, примите к сведению, что это точно. Вы будете что-то перепроверять. Вы явно не будете доверять. То, что вы впервые услышали, и уже все, значит, это будет так. Нет, но здесь и все-таки, посмотрите, как будто меряются силой. А смысл какой? А смысла никакого нет. И поэтому от этого противостояния ничего не изменится, понимаете? Поэтому будьте внимательны. Тут именно противостояние как будто вам не помогает. Еще совет. Ну, буквально как топор войны закопать. Или какие-то обиды. Но и в то же время это карта здорового равнодушия. Мы к чему-то уже теперь, может быть, эти две карты говорят. Это было противостояние, мы теперь не реагируем никак. Вот он, этот туз мечей. Мы теперь мудро смотрим на какую-то ситуацию. Недавно, недаром три мудрых птицы, сова, ворон и филин, наоборот только, сказал. И это тройная какая-то мудрость. Та ситуация, которая была когда-то, все, вы выздоравливаете от этого. Уже не нужно это вспоминать. Нам явно это не помогает. Мы просто вооружаемся этим опытом и идем дальше. Но нас это уже не цепляет. Тут правда какая-то больная ситуация, после которой можно выздороветь. И вам как будто высшие силы помогают. А ведь, согласитесь, много старших арканов. И последний-то ведь у нас тоже Иерофант. А здесь колесо фортуны. Я уже не достаю больше карт, потому что в карте совет, как будто ты во власти высших сил. Ну, или каких-то обстоятельств. Может быть, это зависит и от каких-то решений, других конкретных людей. По крайней мере, это не то, что зависимость, но это какое-то взаимодействие, но явно не противостояние должно быть. Не упустите, Артур, шанс. Вообще-то так карта говорит. Ну, поэтому вооружимся мудростью, может быть, и хитростью. Не без этого. Мы не должны с чем-то просчитаться, но и явно упустить тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео. За ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.